Часть вторая. Задача видения. Глава 7. Дона Хуана не было дома, когда я приехал к нему в полдень 8 ноября 1968 года. Не зная, где он может быть, я вошел в дом, сел и стал ждать. Почему-то я был уверен, что он скоро придет. Так и случилось. Вскоре Дон Хуан действительно появился и, заметив меня, кивнул. Мы поздоровались. Вид у него был утомленный, он лег на циновку и несколько раз зевнул. Я приехал потому, что меня преследовала мысль о необходимости научиться видеть. Я готов был даже использовать галлюциногенную курительную смесь. Решиться на это было ужасно трудно, и мне хотелось лишний раз убедиться, что другого выхода нет. «Я хочу научиться видеть, Дон Хуан», — сказал я без обиняков. «Но при этом я не хочу ничего принимать и не хочу курить твою смесь. Можно ли без этого обойтись?» Дон Хуан сел, посмотрел на меня и снова улегся. «Нет», — отрезал он, — «тебе придется использовать дымок». «Но ведь ты сам говорил, что тогда у Дона Хинаро я был на грани видения». «Я имел в виду, что твое свечение было таким, будто ты в самом деле осознаешь, что делает Хинаро. Но ты не видел, ты все равно продолжал только смотреть. Совершенно очевидно, в тебе есть что-то, что делает тебя похожим на видящего. Но все-таки ты не видишь, потому что доверху набит всякой ерундой. Тебе может помочь только дым. Зачем обязательно курить? Почему нельзя научиться видеть самостоятельно, без помощи дыма? Разве одного моего желания недостаточно? Недостаточно. Видеть не так-то просто. Мир текуч. Чтобы уловить его отблеск, нужна огромная скорость восприятия. Тебе ее способен дать только дым. Иначе ты будешь по-прежнему лишь смотреть. Что значит текучий мир? Когда видишь, мир становится иным. Это текучий мир, в котором все непрерывно движется, изменяется, течет. Я допускаю, что можно научиться воспринимать этот текучий мир самостоятельно. Но к добру это не приведет. Тело не выдержит напряжения и начнет разрушаться. Используя дым, человек избегает истощения. Дым дает необходимую быстроту восприятия, он позволяет уловить отблеск текучего мира, сохранив незатронутым тело. «Ладно», — решил я, — «довольно колебаний. Я готов курить». Пафос моего заявления рассмешил его. «Брось», — сказал он, — «вечно ты хватаешься не за то, что нужно. Воображаешь, что, позволив дыму себя направлять, ты достигнешь видения. Нет, дорогой, это требует еще очень и очень многого. И так всегда, что бы мы ни делали». Лицо его стало серьезным. «Я был осторожен по отношению к тебе, действуя обдуманно и тщательно», — сказал он. «Потому что это Мескалита велел мне тебя учить. Это он захотел, чтобы ты узнал то, что знаю я. Но я не успею научить тебя всему. У меня хватит времени лишь на то, чтобы вывести тебя на путь, и я верю, что ты будешь искать, как искал я. Правда, ты ленивее и упрямее меня. Но ты другой, и я не могу предвидеть, как повернется твоя жизнь». Его рассудительный тон и его поведение вызвали во мне странное чувство, смесь страха, одиночества и ожидания. «Но ничего, скоро мы узнаем, где ты стоишь», — произнес он. Больше Дон Хуан не сказал ничего. Немного погодя, он вышел из дома. Я вышел следом и остановился перед ним в нерешительности, не зная, то ли сесть, то ли пойти и выгрузить из машины свертки, которые я ему привез. «Это будет опасно?» — спросил я, просто чтобы не молчать. «Все опасно», — ответил он. Похоже, Дон Хуан ничего мне не собирался рассказывать. Он вошел в дом и сложил в сетку какие-то маленькие пакетики, кучей валявшиеся в углу. Я не предлагал ему свою помощь, потому что знал, если будет нужно, он сам позовет меня. Потом он улегся на свою соломенную циновку, велев мне тоже расслабиться и отдохнуть. Я лег на свою циновку и попытался уснуть, но не смог. Вчера, остановившись в мотеле, я спал почти до полудня, зная, что доеду
за пару часов, поэтому я не устал. Дон Хуан тоже не спал. Он лежал с закрытыми глазами, едва заметно покачивая головой. Мне показалось, что он напевает про себя. «Давай поедим», — сказал он. Это было так неожиданно, что я вздрогнул. Он добавил: «Тебе нужно собраться с силами и быть в хорошей форме». Он сварил суп, но я не был голоден. На следующий день, 9 ноября, Дон Хуан разрешил мне съесть только самую малость и велел отдыхать. Все утро я пролежал, но расслабиться так и не смог, потому что не знал, что у Дона Хуана на уме. И что хуже всего, я не был уверен, что на уме у меня самого. Было около 3 часов дня. Мы сидели в тени Армады. Я был ужасно голоден и уже несколько раз намекал Дону Хуану, что неплохо бы подкрепиться, но он не соглашался. «Ты уже 3 года не готовил смесь», — неожиданно сказал он, — «и тебе придется курить мою. Поэтому будем считать, что я сделал ее специально для тебя. Тебе понадобится ее совсем немного. Я набью трубку всего 1 раз. Ты выкуришь ее и будешь отдыхать. Затем придет страж другого мира. Тебе нужно будет только наблюдать за ним. Внимательно наблюдай за всеми его движениями. Запоминай каждое его действие. От того, насколько ты будешь внимателен, может зависеть твоя жизнь». Все это было сказано без всякой подготовки. Я не знал, что сказать, даже что и подумать. Какое-то время я бормотал что-то невразумительное, пытаясь привести в порядок свои мысли. Наконец я спросил первое, что пришло в голову: «Какой такой страж?» Дон Хуан наотрез отказался от пояснений. Но я так нервничал, что не мог молчать, и отчаянно требовал, чтобы он рассказал мне об этом страже. «Сам увидишь», — небрежно бросил он. «Он охраняет вход в другой мир». «Какой мир? Мир мертвых?» «Нет, не мир мертвых и не мир кого-либо еще. Просто другой мир. Об этом не имеет смысла говорить. Ты сам все увидишь». С этими словами Дон Хуан ушел в дом. Я последовал за ним в его комнату. «Постой, Дон Хуан, постой. Что ты собираешься делать?» Не отвечая, он достал свою трубку, улегся на соломенную циновку посреди комнаты и уставился на меня с инквизиторским блеском в глазах. Казалось, он ждет моего согласия. «Дурак ты», — мягко произнес он. «Ты же не боишься. Ты только говоришь, что боишься». Он медленно покачал головой из стороны в сторону, достал мешочек с курительной смесью и набил трубку. «Дон Хуан, я боюсь. Я действительно боюсь». «Нет, это не страх». Я отчаянно пытался оттянуть время и завел длинный разговор о природе своих ощущений, совершенно искренне утверждая, что по-настоящему боюсь. Но он сказал, что я дышу нормально и сердце бьется размеренно. Так что это не страх. Я на секунду задумался над его утверждениями. Он ошибался. В моем состоянии были некоторые явные физические изменения, как правило, сопровождающие чувство страха. И я действительно был в отчаянии. В воздухе словно витала неотвратимость судьбы. С желудком творилось что-то невообразимое. Я был уверен, что сильно побледнел, ладони вспотели, и все же я вынужден был признать, что действительно не боюсь. Привычное и хорошо знакомое чувство страха, того страха, который был одной из черт моего характера, отсутствовало. Но я продолжал что-то говорить, расхаживая перед Доном Хуаном, а он сидел на полу, держа в руках набитую трубку, и смотрел на меня все с тем же инквизиторским выражением лица. Немного подумав, я пришел к выводу, что чувство, сменившее сейчас мой обычный страх, является ощущением глубокого дискомфорта. Такой дискомфорт я испытывал всякий раз при одной только мысли о путанице, возникающей после приема галлюциногенов. Некоторое время Дон Хуан разглядывал меня, потом отвел взгляд в сторону и прищурился, как бы стараясь разглядеть что-то на очень большом расстоянии. Я все ходил и ходил перед ним, до тех пор, пока он, наконец, не велел мне сесть и расслабиться. Несколько минут мы сидели молча. «Не хочется расставаться с ясностью, да?»
— неожиданно спросил он. «Ты абсолютно прав, Дон Хуан», — ответил я. Он засмеялся с явным удовлетворением. «Ясность — второй враг человека знания. Она давлеет над тобой. Ты не боишься, но не хочешь ее терять. А так как ты дурак, то называешь то, что с тобой происходит, страхом». Он усмехнулся и попросил: «Принеси-ка мне углей». Сказано это было успокаивающим тоном и как-то по-доброму. Я автоматически поднялся, пошел в заднюю часть дома, вынул из очага немного тлеющих угольков, насыпал их на керамическую плитку и принес в комнату. «Иди сюда», — громко позвал Дон Хуан снаружи. Он расстелил соломенную циновку на том месте, где я обычно сидел. Я положил плитку с углями рядом с ним, и он подул на них, чтобы они немного разгорелись. Я сел было на землю, но он остановил меня и усадил на правый край циновки. Потом положил один уголек в трубку и протянул ее мне. Я взял ее. Я был поражен безмолвной силой, с которой Дон Хуан мною управлял. Я не мог ни думать, ни говорить. Не имея больше никаких аргументов, я был убежден, что не боюсь, а просто не хочу терять ясности. «Давай, давай», — мягко приказал он. В этот раз только одну трубку. Я сделал затяжку. Смесь в трубке начала тлеть и зашипела. Мгновенно я почувствовал, как внутренняя поверхность гортани и носоглотки покрывается слоем льда. Сделал еще одну затяжку, и ледяная корка поползла в грудную клетку. К тому времени, как была сделана последняя затяжка, у меня появилось такое ощущение, что все тело от головы до пят наполнилось изнутри странным холодным огнем. Дон Хуан взял у меня трубку и постучал ею о ладонь, вытряхивая пепел. Пополивав на палец, протер внутреннюю поверхность чашечки. Так он делал каждый раз после того, как пользовался трубкой. Мое тело онемело, но тем не менее я мог пошевелиться и сел поудобнее. «Что дальше?» — спросил я. Говорить было трудно. Дон Хуан спрятал трубку в чехол и замотал в длинную тряпку. После этого сел напротив меня и выпрямился. У меня закружилась голова, глаза непроизвольно закрылись. Дон Хуан энергично встряхнул меня и велел не спать. Он сказал, что мне очень хорошо известно, что заснуть в таком состоянии — это смерть. Это подействовало. Хотя мне и пришло в голову, что таким способом он просто хочет заставить меня бодрствовать. Но в следующее мгновение я подумал, что это вполне может быть правдой, и вытаращил глаза, стараясь открыть их как можно шире. Дона Хуана это рассмешило. «Подожди немного, но глаза не закрывай. Скоро появится страж другого мира», — сказал он. Во всем теле появился неприятный жар. Я хотел изменить позу, но уже не мог двигаться. Попытался что-то сказать Дону Хуану, но слова увязли где-то в глубине меня, и извлечь их оттуда не удалось. Я опрокинулся на левый бок. Теперь, лежа на циновке, я смотрел на Дона Хуана откуда-то снизу. Он наклонился ко мне и велел не смотреть на него, а выбрать точку на циновке прямо перед глазами и хорошенько на ней сосредоточиться. Он сказал, что смотреть нужно одним глазом, левым, и тогда я рано или поздно увижу стража. Я сосредоточился на указанной им точке, но там ничего не было. Однако в какое-то мгновение я заметил мошку, которая кружилась перед глазами. Она села на циновку. Я следил за ней. Мошка подползла настолько близко, что в глазах все поплыло. Затем, совершенно неожиданно, я почувствовал, что стою на ногах. Ощущение было странное. Оно сбило меня с толку, но времени на объяснение не было. Казалось, что я стою и смотрю перед собой, и глаза находятся на обычной высоте, но то, что я увидел, потрясло меня до глубины души. Передать другими словами силу эмоционального потрясения, пережитого в тот момент, пожалуй, невозможно. Прямо передо мной, совсем близко, сидело гигантское животное чудовищного вида.
Это был настоящий живой, совершенно жуткий монстр. Никогда даже в самых диких вымыслах, наиболее изощренной фантастике, я не встречал ничего подобного. Я смотрел на это чудовище с неописуемым замешательством и недоумением. Первое, что бросилось мне в глаза, были его размеры. Ростом эта штука должна быть была никак не меньше 30 метров. По крайней мере, так мне показалось. Стояло оно вроде бы прямо, но точно сказать, как именно, я не могу. Потом я заметил крылья. 2 коротких широких крыла. В этот миг я осознал, что пытаюсь изучить его как обыкновенное животное, то есть смотреть на него. Однако делать это привычным для меня способом было невозможно. Я не столько смотрел на животное, сколько замечал все новые детали, по мере того, как картина прояснялась с добавлением каждой новой подробности. Тело существа было покрыто пучками черных волос. С его длинного рыла все время что-то сочилось и капало. Круглые выпуклые глаза были похожи на 2 огромных белесых шара. Потом животное начало размахивать крыльями. Но это не походило на взмахи птичьих крыльев. Скорее напоминало вибрирующую дрожь. Существо начало кружиться передо мной. Однако оно не летало, в полном смысле слова, а как бы скользило, почти касаясь земли, двигаясь с поразительной скоростью и проворством. Я даже обнаружил, что увлекся созерцанием этой картины. Все движения чудовища имели совершенно жуткий вид, но их быстрота и легкость не могли не восхищать. Вибрируя крыльями и брызгая во все стороны выделениями из своего рыла, существо сделало 2 круга. Потом оно развернулось и улетело прочь, исчезнув вдали. Мне оставалось лишь сосредоточенно смотреть в направлении, куда оно скрылось. Я чувствовал страшную тяжесть. Мысли потеряли всякую связность, и мне не удавалось привести их в порядок. Было такое впечатление, что меня приклеили к месту. Потом вдалеке показалось облако, и через мгновение зверь снова на полной скорости кружил передо мной. Его крыло проносилось все ближе и ближе, почти перед самыми глазами, пока, наконец, не задело меня. Я не знаю, какая часть моего существа находилась в том пространстве, где кружилось чудовище, но, как бы там ни было, его крыло действительно ударило меня. Боль пронзила меня всего. Она была едва ли не самой жестокой в моей жизни, и, собрав все силы, я дико заорал. После какого-то провала я осознал, что сижу, а Дон Хуан растирает мне лоб. Листьями он растер мне руки и ноги, а потом оттащил к оросительной канаве, которая была у него за домом. Там он раздел меня и с головой окунул в воду. Потом вытащил и вновь окунул, затем еще раз, еще и еще. После этого он положил меня поперек канавы так, чтобы голова лежала на берегу, взял в руки мою левую ступню и начал время от времени мягко похлопывать по подошве ладонью. Через некоторое время я ощутил щекотку. Заметив это, он сказал, что со мной все в порядке. Одевшись, я вошел в дом и сел на свою циновку. Я хотел что-то сказать, но обнаружил, что не могу сосредоточиться на словах, хотя мысли были ясными и четкими. Меня поразило, насколько глубокая концентрация внимания требуется, чтобы говорить. Оказалось, что сказать что-то мне удается только в том случае, когда я перестаю смотреть на окружающие предметы. Я чувствовал себя ныряльщиком, погрузившимся глубоко в бездну. Чтобы что-то сказать, требовалось всплыть на поверхность, с какого-то очень глубокого уровня. Я как бы вытягивал себя оттуда при помощи слов. Дважды мне удалось добраться до того, чтобы прочистить глотку совершенно обычным способом. В эти моменты, пожалуй, я мог бы что-нибудь из себя выдавить, но по какой-то причине я молчал, предпочитая оставаться на страшном уровне глубокого молчания, где была возможность только созерцать. Ощущение, что я стою на пороге того, что Дон Хуан называет видением, возникло во мне и наполнило мое сознание радостью.
Дон Хуан дал мне супа и кукурузных лепешек и настоял на том, чтобы я поел. Это мне вполне удалось сделать, не утратив того, что я принимал за способность видеть. Я пристально вглядывался в каждый предмет, попадавшийся на глаза, будучи убежденным, что вижу. Но мир при этом, насколько я мог судить, заметно не изменялся. Я напряженно старался увидеть, пока совсем не стемнело. В конце концов, меня свалила усталость, и я заснул. Когда Дон Хуан укрывал меня одеялом, я ненадолго проснулся. Болела голова, и я чувствовал тошноту. Потом стало лучше, и я крепко проспал до утра. Утром я обнаружил, что полностью пришел в себя, и с нетерпением спросил у Дона Хуана, что со мной было. Дон Хуан сдержанно засмеялся и ответил: «Ты ходил знакомиться со стражем, и ты с ним познакомился». Но что это было? Страж, хранитель, часовой другого мира. Я хотел было подробно рассказать ему об этом зловещем и жутком звере, но он не обратил на мою попытку никакого внимания, сказав, что в этом нет ничего особенного, и что такой опыт доступен любому человеку. Тогда я сказал, что страж вогнал меня в такой шок, что до сих пор мне становится не по себе при одном лишь воспоминании о нем. Дон Хуан рассмеялся и прошелся по поводу того, что он называл моей склонностью к сверхдраматизации. «Но эта штука, чем бы она ни была, ударила меня», — сказал я. «И это было так же реально, как мы с тобой». «Конечно, все было реально. Что, очень больно ударило, да?» По мере того, как я восстанавливал в памяти все новые и новые детали, меня охватывало все более сильное возбуждение. Дон Хуан велел успокоиться, а потом спросил, действительно ли я боялся. Слово «действительно» он выделил. Да я просто оцепенел. Никогда в жизни не испытывал такого дикого ужаса. «Ну-ну», — сказал он со смехом, — «не так уж тебе было страшно». «Да я клянусь тебе», — сказал я с жаром, — «если бы я мог пошевелиться, то в истерике бежал бы». Дон Хуан разразился хохотом. Мои эмоции показались ему весьма забавными. Зачем нужно было встречаться с этим кошмаром, Дон Хуан? Он уставился на меня с серьезным выражением лица. Это был страж. Если ты хочешь видеть, ты должен его победить. Но как можно победить такую громадину? Дон Хуан хохотал до слез. Дон Хуан, почему бы тебе не выслушать меня? Я расскажу тебе обо всем, что видел, и тогда не будет двусмысленности. Ну, если тебе этого не хватает для полного счастья, вперед, я слушаю. Я подробно изложил все, что смог вспомнить, но на его настроении это никак не отразилось. Ничего нового, прокомментировал он с улыбкой. Да, но как, по-твоему, я могу одолеть такую махину? Чем? Он немного помолчал, потом повернулся ко мне и сказал: «Ты же не боялся? В действительности тебе не было страшно. Больно, да, но не страшно». Он откинулся на кучу каких-то мешков и заложил руки за голову. Я решил, что тема закрыта. «Знаешь», — неожиданно произнес он, глядя куда-то на крышу Рамады, «стража может увидеть любой. Некоторым он является в виде гигантского, неописуемо жуткого монстра ростом до неба. Тебе повезло. Всего-то 30 метров. Совсем крошка. Однако тайна стража до смешного проста». Он минуту помолчал, мурлыкая какую-то мексиканскую песню. «Страж другого мира — это мошка», — с расстановкой произнес он, как бы оценивая факт, произведенный этим заявлением. «Прости, не понял». «Страж другого мира — мошка», — повторил он. «Вчера ты встретился с мошкой. Она будет стоять на твоем пути до тех пор, пока ты ее не победишь». В мгновение я не хотел верить словам Дона Хуана, но, вспомнив все с самого начала, вынужден был признать, что сначала действительно смотрел на мошку, а потом возникло что-то вроде миража, и явился ужасный зверь. Но каким образом мошка могла так сильно меня ударить,
спросил я с искренним недоумением. Когда она тебя ударила, она не была мошкой. Тебя ударил страж. Возможно, когда-нибудь ты наберешься сил и победишь его. Но не сейчас. Сегодня это 30-метровый летающий монстр, вибрирующий и плюющийся. Но говорить о нем бесполезно, и никакого подвига в том, чтобы стоять перед ним, нет. Так что, если ты намерен узнать его получше, тебе придется снова с ним встретиться. Через 2 дня, 11 ноября, я снова курил смесь Дона Хуана. Я сам попросил об этом, тщательно взвесив все «за» и «против». Я снова хотел увидеть стража, потому что интерес к нему был гораздо сильнее страха или нежелания утратить ясность. Процедура была такой же. Дон Хуан 1 раз набил трубку, а когда я выкурил ее, протер и спрятал. Эффект наступил гораздо позже, чем в прошлый раз. Когда начала кружиться голова, Дон Хуан подошел ко мне и, придерживая голову, помог лечь на левый бок. Он велел мне вытянуть ноги и расслабиться. Повернув мою правую руку ладонью вниз, он слегка подвинул меня, перенеся на нее часть веса. Я не пытался ни помочь ему, ни помешать, так как не знал, к чему это все. Он сел напротив меня и велел ни о чем не думать. Он сказал, что страж придет, но чтобы увидеть его, мне нужно иметь круговой обзор. Как бы невзначай он прибавил, что страж может причинить очень сильную боль, и что предотвратить ее можно единственным способом. В прошлый раз, когда Дон Хуан понял, что с меня довольно, он поднял меня в сидячее положение. В этот раз он указал на мою правую руку и объяснил, что специально положил ее именно таким образом, чтобы я мог пользоваться ею как рычагом, отталкиваясь, когда захочу подняться. К этому времени, когда он закончил говорить, тело мое уже совсем онемело. Я хотел обратить его внимание на то, что не смогу оттолкнуться, так как не владею мышцами. Но, несмотря на яростные попытки, мне не удалось произнести ни слова. Он, казалось, предвидел это и объяснил, что весь фокус в использовании воли. И потребовал, чтобы я вспомнил свой первый опыт курения смеси несколько лет назад. Тогда я упал, но снова встал на ноги за счет того, что он назвал волей. Я поднялся с помощью мысли. Он сказал, что это единственный способ. Но все было бесполезно. Я не мог вспомнить ничего, что тогда делал. Всепоглощающее отчаяние охватило меня, и глаза закрылись. Дон Хуан схватил меня за волосы, резко встряхнул и приказал не закрывать глаз. После этого я не только открыл глаза, но и совершил нечто совсем уж неожиданное. Я заговорил. Я не знаю, как вставал тогда. Я изумился. Ритм был каким-то монотонным, но голос был явно моим. В то же время я искренне верил, что не мог этого сказать, поскольку минуты раньше был не в состоянии произнести ни слова. Я взглянул на Дона Хуана. Он смеялся, склонив голову на бок. «Я этого не говорил», — сказал я. Я снова удивился звуку своего голоса, но почувствовал некоторый подъем. Говорить в таком состоянии было приятно и даже как-то интересно. Я попросил Дона Хуана, чтобы он объяснил, за счет чего я могу говорить, но снова не смог выдавить из себя ни слова. Я старался изо всех сил, но бесполезно. Мне не удавалось выразить свои мысли. Отказавшись от этой затеи, я тут же произнес: «Кто говорит? Кто говорит?» Этот вопрос заставил Дона Хуана так расхохотаться, что он даже опрокинулся на бок. Я определенно мог говорить, но только тогда, когда совершенно точно знал, что хочу сказать. «Это я говорю? Это я говорю?» – спросил я. Дон Хуан сказал, что если я не перестану заниматься ерундой, то он пойдет отдохнуть под Армадо, а меня оставит здесь, разбираться со своим шутовством. «Это не шутовство», — произнес я. Я говорил вполне серьезно.
Мысли были очень ясными и четкими, но тело я не чувствовал. Я не задыхался, как было однажды, когда я находился в подобном состоянии. Мне было хорошо, потому что я ничего не чувствовал. У меня не было контроля над своим сознанием, и все же я мог говорить. В голову пришло, что раз я могу говорить, то, наверное, могу и встать. «Встать!» — сказал я по-английски, и в мгновение ока был на ногах. Дон Хуан недоверчиво покачал головой и вышел из дома. «Дон Хуан!» — трижды позвал я. Он вернулся. «Уложи меня!» — попросил я. «Уложи себя сам», — сказал он. «Похоже, ты на правильном пути». Я сказал «лечь». Неожиданно все исчезло. Я не видел ничего. Через мгновение комната и фигура Дона Хуана снова появились в поле зрения. Я подумал, что очевидно лежал, уткнувшись лицом в циновку, и что Дон Хуан приподнял мою голову за волосы. «Спасибо», — очень медленно и монотонно произнес я. «Пожалуйста», — сказал он, передразнивая меня, и снова захохотал. Потом он взял какие-то листья и начал растирать ими мои кисти и ступни. «Что ты делаешь?» «Растираю тебя», — произнес он, подражая моему болезненному, заунывному тону. Его тело затряслось от смеха, глаза светились добротой и дружелюбием. Он мне нравился. Я почувствовал, что Дон Хуан хороший, веселый и сострадательный. На душе стало тепло-тепло, и я засмеялся. Звук получился такой жуткий, что Дон Хуан отшатнулся. «Отведу-ка я тебя лучше к канаве, а то, чего доброго, еще угробишь себя своим шутовством». Он поставил меня на ноги и заставил походить по комнате. Понемногу я начал чувствовать ступни, ноги и, наконец, все тело. Уши буквально лопались от странного давления. Это было похоже на ощущение, возникающее в затекшей части тела. Макушкой головы и затылком я ощущал навалившуюся сзади огромную тяжесть. Дон Хуан затолкал меня в канаву прямо в одежде. Холодная вода постепенно сняла боль и давление. Я пошел в дом и переоделся. Потом сел, охваченный какой-то прострацией, жаждой покоя и неподвижности. Однако на этот раз ясности и четкости сознания не было. Скорее, что-то вроде меланхолии и физической усталости. Наконец я заснул. 12 ноября 1968 года. Утром мы с Доном Хуаном отправились на окрестные холмы собирать растения. Около 6 миль мы прошли по сильно пересеченной местности. Я очень устал и предложил отдохнуть. Мы сели, и Дон Хуан заговорил о том, что он доволен моими успехами. «Теперь я знаю, что действительно разговаривал», — сказал я. «Но тогда мог бы поклясться, что говорит кто-то другой». «Разумеется, разговаривал ты», — подтвердил Дон Хуан. «Как же вышло, что я не мог себя узнать?» «Это сделал дымок». Можно говорить и не замечать этого. Можно перенестись на многие тысячи километров в пространстве и тоже не заметить. Можно проходить сквозь все, что угодно. Дымок устраняет тело, и человек становится свободным, как ветер, даже свободнее ветра. Его не могут остановить ни скалы, ни стены, ни горы. Воздух может застояться в подземелье и стать затхлым. Но ничто не может удержать человека, если дымок даст ему силу. Слова Дона Хуана вызвали во мне странные чувства, смесь эйфории и сомнения. Все мое существо наполнилось непонятным беспокойством и неопределенным чувством вины. Что это, правда? Такое действительно возможно, Дон Хуан? А ты как думал? Или ты скорее согласишься с тем, что ты сошел с ума, не правда ли? Язвительно сказал он. Тебе легко все это принять, Дон Хуан, а для меня почти невозможно. Мне тоже не так просто. Я такой же, как ты, и не имею никаких привилегий.
И принять все это мне так же трудно, как и любому другому. Но ты же чувствуешь себя во всех этих вещах, как рыба в воде, Дон Хуан. Верно. Однако мне пришлось дорого заплатить. Я должен был сражаться, причем, наверное, больше, чем придется сражаться тебе. Ты каким-то непостижимым образом заставляешь обстоятельства, ситуации и силы работать на тебя. Ты представить себе не можешь, ценой каких усилий мне досталось то, чего ты, шутя, добился вчера. Что-то помогает тебе на каждом дюйме пути. Иначе объяснить твои успехи во владении силами невозможно. Сначала мескалита, теперь дымок. Тебе следует полностью сосредоточиться на осознании того факта, что ты талантлив, и не обращать внимания ни на что другое. Ты так говоришь, будто сделать это расплюнуть, но на деле-то все иначе. Меня буквально разрывает на части. Ничего, скоро цельность к тебе вернется. Не следует думать о теле. Ты слишком разжирел. До сих пор я не хотел ничего тебе говорить по этому поводу. Каждый должен иметь возможность поступать так, как считает нужным. Ты не появлялся 2 года. Но я говорил когда-то, что ты вернешься, и вот ты здесь. То же было со мной. Я бросал свое ученичество на 5,5 лет. Почему ты ушел, Дон Хуан? По той же причине, что и ты. Мне это не нравилось. А почему вернулся? Опять-таки, по той же причине, что и ты. Другого пути нет. Это утверждение произвело на меня глубокое впечатление. Мысль о том, что другого пути нет, уже не раз приходила мне в голову. Я никогда никому о ней не говорил, но Дон Хуан сформулировал ее очень точно. После очень долгой паузы я спросил: «Дон Хуан, чего я добился вчера?» «Ты встал, когда захотел встать». «Но я не знаю, как это вышло. На отработку этого приема требуется время. Но важно, что ты в принципе знаешь, как это делается». «Так ведь я же не знаю. В том-то и дело, что не знаю. Нет, ты знаешь». «Дон Хуан, клянусь тебе, что нет». Он не дал мне договорить, а просто встал и ушел. Потом мы еще раз вернулись к разговору о страже другого мира. Если я верю в то, что испытанная мной реальность, то я должен признать, что страж – это гигантское чудовище, способное причинить невероятную физическую боль, сказал я. И если я верю, что усилием воли действительно можно перенестись на громадное расстояние, то логично было бы заключить, что усилием воли я могу заставить чудовище исчезнуть. Правильно? Не совсем. Ты не можешь заставить стража исчезнуть, но можешь сделать так, что он не причинит тебе никакого вреда. И, сделав это, сможешь без осложнений миновать стража, как бы бешено он ни метался. И каким образом я могу этого добиться? Ты сам прекрасно знаешь, каким. Задержка лишь за тренировкой. Я сказал, что вечно у нас с ним возникает путаница из-за различного восприятия мира. По-моему, знать что-либо значит в полной мере осознавать, что делаешь, и быть в состоянии сознательно повторить это. В данном случае я не только не отдавал себе отчета в том, что делал под воздействием дыма, но и не смог бы повторить сделанное мной, даже если бы от этого зависела моя жизнь. На лице Дона Хуана появилась знакомая уже мне инквизиторская улыбочка. Он изобразил удивление, даже снял шляпу и потер виски, характерный жест, которым он выражал недоумение. Зато ты точно знаешь, как говорить и ничего не сказать, правда? Я предупреждал тебя, что стать человеком знания можно только имея несгибаемое намерение. Но пока что, похоже, у тебя есть только несгибаемое намерение водить самого себя за нос. Ты настаиваешь на разжевывании всего, словно весь мир состоит только из вещей и явлений, поддающихся объяснению. Ты столкнулся со стражем и проблемой передвижения волевым усилием. Неужели тебе никогда не приходило в голову, что лишь очень немногое в мире может быть объяснено тем способом,
к которому ты привык. Когда я заявлю, что страж действительно стоит на твоем пути, и что он способен вышибить из тебя дух, то я знаю, о чем говорю. Когда речь идет о перемещении при помощи воли, я тоже знаю, что имею в виду. Я хотел очень постепенно, шаг за шагом, научить тебя этому искусству, но потом понял, что ты им прекрасно владеешь, хотя и утверждаешь, что не имеешь об этом понятия. «Но я действительно не знаю», — возразил я. «Ты знаешь, что ты дурак», — сказал он неумолимо, а потом улыбнулся. «У нас тут как-то мальчика по имени Хулио посадили на уборочный комбайн. Оказалось, что он знает, как управлять машиной, хотя никогда раньше этого не делал. Я понимаю, что ты хочешь сказать, Дон Хуан, однако чувствую, что не смогу повторить того, что сделал, потому что не уверен в том, что именно делал. Шарлатан пытается объяснить все в мире с помощью объяснений, в которых он сам не уверен, тем самым превращая все, что делает, в шарлатанство. Но ты не лучше. Ты тоже хочешь объяснить все своим способом и также не уверен в своих объяснениях.